Что же на самом деле произошло в тишине между отъездом BTS из Португалии и их возвращением в Корею после съемок Эrirng 2026? И почему фанаты, критики и даже культурологи задаются вопросом, стало ли это путешествие поворотным моментом не только для BTS, но и для всей мировой истории поп-музыки? На первый взгляд, это выглядело как обычный отъезд. Черные фургоны выстроились в ряд под бледным португальским небом, вспышки камер, шепот, распространяющийся быстрее подтвержденных фактов. Однако ничего в жизни BTS никогда не было обычным. И когда группа тихо покинула Португалию после завершения долгожданных съемок Эrirng 2026, воздух казался тяжелее обычного, как будто только что завершилось нечто невидимое, но монументальное. Было ли это просто окончанием съемочного графика? Или это была заключительная глава культурного эксперимента, который будет анализироваться еще долгие годы? Отъезд из Португалии не был объявлен с помпой. Не было никаких громких заявлений, никаких торжественных пресс-релизов. И уже одно это отсутствие вызывало вопросы. Почему тишина? Почему такая тщательная хореография движений, времени и информации? Для группы, каждый шаг которой обычно документируется, анализируется и преподносится в СМИ, сдержанный уход казался обдуманным, почти академическим в своей сдержанности. Он порождал предположения, требовал интерпретации и вызвал эмоциональную волну среди фанатов по всему миру. Португалия, страна с богатой морской историей и культурным перекрестком, стала неожиданным, но мощным фоном для съемок Эrirng в 2026 году. Сам выбор места вызвал споры задолго до начала съемок. Почему Португалия? Почему сейчас? И почему Эrirng? Символ корейской идентичности, печали, стойкости и преемственности, переосмысленный на европейской земле самой влиятельной корейской группой столетия. По мере продвижения съемок утечки информации были редкими, но показательными. Местные жители с восхищением говорили о ночных съемках, минималистичных декорациях и моментах напряженной тишины, нарушаемых лишь музыкой, которая казалась одновременно древней и футуристической. Культурные комментаторы начали предполагать, что это не просто производство контента, а форма транснационального повествования. BTS в очередной раз, похоже, позиционировали себя не просто как исполнителей, а как хранителей смысла. Когда наступил последний день съемок, официального обратного отсчета не было. Музыка, вместо этого фанаты заметили тонкие намеки. Персонал публиковал загадочные фотографии, присутствие охраны усилилось, а участники во время коротких публичных выступлений выглядели явно задумчивыми. Музыка, некоторые фанаты задавались вопросом, не была ли причиной усталость. Другие задавались вопросом, не сыграли ли эмоции более важную роль. Может быть, съемки Эrirng 2026 требовали от BTS чего-то большего? Чего-то, что сохранялось даже после того, как камеры выключались. Сам отъезд развернулся с кинематографической сдержанностью. Участники сели в машины без лишнего пафоса, но каждое движение казалось символичным. Чингук низко поклонился персоналу. RM замер, оглядываясь назад, словно запоминая момент. Выражение лица Чимина вызвало немедленную дискуссию в интернете. Была ли это усталость, облегчение или тихая гордость? Ви, обычно экспрессивный, оставался на удивление сдержанным. Джин, как всегда невозмутимый, коротко улыбнулся, и многие восприняли это как знак поддержки. Шуга и Джей Хоуп обменялись взглядами, которые фанаты позже запечатлели на видео, замедлили и бесконечно анализировали. Была ли это внутренняя шутка или общее понимание чего-то гораздо более глубокого? По мере того, как колонна двигалась к аэропорту, предположения достигли апогея. Португальские СМИ представили отъезд музыки как исторический культурный обмен. Корейские СМИ подчеркивали национальную гордость. Международные платформы задавали более широкие вопросы. Что значит, когда поп-группа привозит в Европу часть корейского культурного наследия, а затем возвращает ее домой в измененном виде? Обратный перелет в Корею был долгим, тихим и в значительной степени незадокументированным. И снова молчание говорило о многом. В эпоху, когда айдолы часто делятся селфи в полете и случайными новостями, BTS выбрали сдержанность.
Никаких прямых трансляций, никаких шутливых постов, только отсутствие. Отсутствие в мире BTS никогда не бывает пустым. Оно наполнено смыслом. Фанаты заполнили это молчание теориями. Группа намеренно скрывала контент, чтобы подогреть интерес публики? Или же они обдумывали что-то слишком сложное, чтобы сразу же делиться? Некоторые указывали на то, что Ариран исторически ассоциируется с разлукой, тоской и возвращением. Может ли это путешествие – отъезд из Кореи? Академический подход к карьере BTS часто подчеркивает использование ими интертекстуальности, того, как их работы отсылают к литературе, психологии, философии и истории. Лиссабон, как место исследования и отправления в эпоху великих географических открытий, тревожно хорошо вписывается в эту схему. Это город, из которого когда-то отправлялись корабли в неизвестность, неся с собой одновременно амбиции и неопределенность. Если BTS готовят что-то новое, может ли Лиссабон представлять собой отправную точку? Символическое плавание в неизведанные художественные территории? Фанаты заметили и кое-что еще – время. Выход альбома не совпадал с гастрольными графиками, сезонами награждений или предсказуемыми рекламными циклами. Он неловко вписывался в календарь, словно сноска, которая никак не хочет оставаться маленькой. Эта неловкость подпитывала теории о том, что дело не в немедленном релизе, а в создании основы. Подготовка. Инкубация. Работа, которая происходит до того, как миру позволено узнать, какой вопрос он должен задавать. А затем появились местные сообщения. Жители Лиссабона описывали, как видели небольшие съемочные группы, осматривающие локации на рассвете. Недостаточно большие, чтобы подтвердить масштабные съемки, но и не случайные. Достаточно, чтобы намекнуть на намерение. Достаточно, чтобы вызвать страх и волнение в равной мере. Зачем тихо осматривать локации, если цель не в секретности? Зачем секретность, если раскрытие не призвано шокировать? Некоторые фанаты начали задавать более тревожный вопрос. Что, если эта речь идет совсем не о музыке, по крайней мере, не в традиционном смысле? BTS давно размывают границы между альбомом и арт-проектом, между концертом и общественным ритуалом. Может ли Лиссабон стать площадкой для междисциплинарного проекта, включающего кино, философию и глобальное участие? Может ли это быть эксперимент, требующий дистанции от привычных культурных центров, чтобы дышать полной грудью? Эмоциональное напряжение еще больше возросло, когда фанаты вспомнили историю BTS, когда они использовали географию как повествовательный прием. От пустынной красоты европейских городов прошлых эпох до символического использования океанов, мостов и незнакомых улиц, место всегда имело значение. Лиссабон с его холмами и скрытыми смотровыми площадками, его меланхоличной музыкой фаду, его ощущением нахождения на краю чего-то огромного, казался почти слишком идеальным. ARMY начали паниковать не потому, что боялись плохих новостей, а потому, что чувствовали приближение важных новостей. Новостей, которые перестраивают ожидания. Тех, которые делают прошлые интерпретации неполными. Паника в этом контексте была предвкушением, доведенным до предела. Вопросы множились быстрее, чем ответы. Работают ли они вместе или поодиночке? Это групповой проект или точка схождения индивидуальных путешествий? Почему именно сейчас, когда так много уже изменилось? И, пожалуй, самый мучительный вопрос: что, если Лиссабон — это не пункт назначения, а начало? Каждый час без подтверждения усиливал драматизм. Коллективное воображение фанатов превратило город в холст. Уличные углы стали потенциальными декорациями. Закаты над рекой анализировались как кадры из невыпущенного фильма. Даже погода подвергалась пристальному вниманию, как будто сама природа могла участвовать в том, что планировали BTS. Что делает этот момент особенно сильным, так это эмоциональный контракт между BTS и ARMY. Это не пассивная аудитория, ожидающая развлечения. Это сообщество, наученное читать между строк, ценить смысл выше зрелища, ожидать искренности даже в неожиданностях.